Вы на канале «Это вкусно». Сегодня готовим линцерское печенье. Оно наряду со штолленом и пряниками считается рождественской и новогодней выпечкой. Готовится это печенье очень просто, а вкус и вид его действительно праздничные. К тому же его можно приготовить заранее, оно отлично хранится. Итак, мне понадобится 200 граммов сливочного масла, 120 граммов сахара, 2 яйца, 100 граммов миндальной муки, 400 граммов пшеничной муки, 5 граммов разрыхлителя, ванилин, щепотка соли, сахарная пудра и джем. Соединяю сухие ингредиенты. К просеянной муке добавляю миндальную муку. Это песочное тесто делается с добавлением ореховой муки. У меня миндальная. Если нет миндальной, можно добавить любую ореховую или просто перемолоть обжаренные орехи на мясорубке. Ну а если этот вариант вам не подходит, то просто замените ореховую муку на обычную в том же количестве. Теперь к муке добавляю разрыхлитель. Мягкое сливочное масло отправляю в дежу миксера и немного взобью до пышности. Можете воспользоваться ручным миксером. Затем понемногу добавляю сахар и взбиваю. Масса должна побелеть и стать пышнее. Вливаю пол чайной ложки ванильного экстракта, можете положить ванилин или ванильный сахар и добавляю щепотку соли. После того, как масло взбилось, отправляю к нему по одному яйца. Сначала вбиваю одно, а затем другое. Теперь в 2-3 приема всыпаю смесь муки и замешиваю тесто. После того, как добавила немного муки, я меняю насадку на крюк. Тесто готово. Собираю его на столе. Делю на 2 части. Формирую прямоугольник, заворачиваю в пищевую пленку и убираю на 1-2 часа в холодильник. Линцерское печенье состоит из 2 половинок, склеенных между собой джемом. Джем может быть абсолютно любой. Вы можете его купить, можете приготовить сами. Я буду делать печенье с 2 разными наполнителями. Один – это желе из черной смородины. Рецепт желе есть у меня на канале. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. А второй – это апельсиновый джем, который я сейчас и приготовлю. Я взяла 1 килограмм апельсинов. Хорошенько их промыла, обдала кипятком и просушила. Теперь мне нужно их почистить. Можно почистить руками, но я просто срежу кожуру ножом. В дальнейшем я буду делать из нее вкусные апельсиновые цукаты. Такие цукаты замечательно идут в выпечку. Я использовала их в приготовлении рождественского штоллена, рецепт которого есть у меня на канале. Видео можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Если есть косточки, их нужно удалить. И еще я вырежу эту белую серединку. Пробиваю апельсины погружным блендером, можно перемолоть на мясорубке. Измельченные апельсины я взвешиваю. У меня получилось 600 граммов. Я беру 250 граммов сахара и 3 грамма агар-агара. Добавляю сахар и ставлю на плиту. Регулярно помешивая, довожу массу до кипения и варю минут 10. За это время
я заливаю агар-агар 30 граммами воды и дам ему постоять. Джем проварился 10 минут, беру 1 ложечку и добавляю к агару, перемешиваю и отправляю агар в сотейник. После закипания варю 2 минуты. Джема я сварила с запасом, поэтому я подготовила маленькие баночки, помыла и простерилизовала их и заполню джемом. Пока джем еще жидкий, но по мере остывания он быстро загустеет, поэтому я и добавила агар. Дело в том, что агар-агар отлично густеет при комнатной температуре, а мне нужно, чтобы начинка не потекла. Мое тесто провело в холодильнике 2 часа, можно формировать печенье. Я буду раскатывать его сразу на тефлоновом коврике. Тесто раскатывается очень тонко, толщиной 2-3 мм. Чтобы равномерно его раскатать, я воспользуюсь скалкой с ограничителями. Обычно линцерское печенье делается вырубками с резными краями. Диаметр моей вырубки 6,5 см. Распределяю печенье на коврике. Половину заготовок я оставлю так, а в другой половине нужно вырезать серединку. Я это делаю формочкой звезда. Эти маленькие звездочки тоже можно отдельно выпечь. Переношу на противень. Ставлю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 7-10 минут. Печенье должно остаться светлым. В моей духовке оно готовится 7 минут. Выпекаю следующую партию, а эту отправляю остывать. Ну вот, все готово. Печенье, которое с вырубкой, я посыпаю сахарной пудрой. А на нижний слой выкладываю джем. Затем накрываю второй половинкой. И вот какая красота получается. Выглядит очень празднично. Тесто вы можете приготовить заранее, оно может храниться и в морозилке. Уже готовое испеченное печенье тоже можно хранить в закрытом контейнере долгое время и намазать джемом тогда, когда захотите его подать. Это очень удобно. Из данного количества теста у меня получилось 35 уже готовых печений. Мои любимые рецепты рождественской новогодней выпечки смотрите в этой подборке. Все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно.